Добрый день, дорогие друзья! В этом видео мы с вами осуществим распаковку кошелька BitBox и рассмотрим его основные функции. Кошелек BitBox поставляется в картонной коробке, запечатанной вот в такой вот пакет из майларовой пленки. Наверное, это нужно для того, чтобы предотвратить попадание влаги в устройство, что совсем не помешает, если ваш заказ, например, доставляется к вам через океан. Давайте откроем пакет и посмотрим, что у нас находится внутри. Итак, вот наша картонная коробка. Давайте заглянем внутрь. На первый взгляд устройство выглядит как небольшой адаптер для microSD, но на самом деле это аппаратный кошелек. Ну, наверное, это хорошо для тех, кто не хочет привлекать внимание посторонних, потому как, кто видел Trezor либо Ledger, это, прям такие оригинальные девайсы в оригинальном дизайне, по которым прям понятно, что это кошелек. А тут вот такая флешечка вообще неприметная. Что примечательно, у нас вот как бы в этой коробке больше ничего не находится. То есть сам кошелек, сама карта памяти и вся инструкция заключается вот в этой строчке. Нам нужно зайти в браузер, набрать digitalbitbox.com/start и приступить к настройке. Итак, давайте с вами приступим к настройке BitBox. Для этого нужно перейти на страницу Shift Crypto и Get Started вкладочка. И первым действием, первым шагом он нам предлагает скачать и установить последнюю версию десктопного приложения для вашей операционной системы. Есть Windows, Linux, source code на GitHub, у меня Mac, поэтому будем качать Mac. Итак, приложение у нас скачалось, давайте его установим. Итак, мы запустили наше приложение установленное, подключили наш кошелек в порт USB и давайте нажмем на кнопку «Создать новый кошелек». И на первом шаге нам говорится о безопасности. Нам говорят про два типа пароля. Первый — это device password, это, грубо говоря, обычный наш пароль, который может быть изменен потом. И recovery password — это тот пароль для резервного восстановления данных, который вы вводите один раз и потом его изменить нельзя. Нажимаем кнопку «Далее». И нам предлагают ввести наш пароль. И еще раз. Так, задали пароль. И теперь третьим шагом, прежде чем мы создадим наш кошелек, пункт номер 3.1, так называемый, нас просят вставить карту microSD в наш кошелек. И вторым шагом нас просят ввести recovery password, тот, который, грубо говоря, будет служить паролем для восстановления ваших данных. Окей, мы к этому готовы. Называем наш кошелек как-нибудь вот так. И вводим recovery password. Конечно, желательно, чтобы он отличался от вашего основного. Также нас просят поставить галочки в чекбоксах, что, мол, мы все поняли, и что этот пароль я изменить потом не смогу, что этот пароль нужен для восстановления данных из бэкапа, хорошо, и то, что я не смогу, скажем так, иметь доступ к моим средствам, если я забуду этот пароль. Хорошо, я совсем согласен, я все понял. Нажимаем «Создать кошелек». Нам говорят, что все прошло успешно, и давайте прочитаем 3 пункта, которые в завершение нам предлагает BitBox. Прежде всего, он создал бэкап на вашей SD-карточке, он просит достать ее и держать в безопасности. Вторым пунктом он говорит о том, что мы задали device password, пароль от нашего девайса, который, грубо говоря, будет паролем доступа к кошельку. И также он говорит о том, что мы создали recovery пароль, recovery password, который будет нам необходим в случае восстановления данных. Хорошо, нажимаем Get Started. Сразу видим кошелек биткоина, кошелек лайткоина.
Также доступен пункт Manage Device, там, где можно выполнить вот эти вот все действия. Также можно связаться с мобильным, ну, скажем так, синхронизироваться с мобильным приложением. Наша прошивка. И давайте посмотрим меню настройки. Можно выбрать отображаемые валюты, которые будут. Можно вот так вот чекбоксы, поставить галочки «Активные аккаунты». И также можно присоединить вашу полную ноду. Также можно поменять язык. Кстати, давайте это сделаем на русский. Да, подключить свой собственный язык. Отлично, с приложением более-менее понятно. Давайте с вами рассмотрим следующий этап. Итак, мы набросали небольшую сравнительную таблицу Digital Bitbox с Ledger и Trezor. Давайте рассмотрим по порядку каждую из строк. Пункт номер 1. Открытый исходный код. Наличие открытого исходного кода влечет за собой множество последствий. Некоторые люди утверждают, что хакерам будет легче найти уязвимости, если у них есть доступ к исходному коду. Но с другой стороны, если исходный код приложения является открытым, активное сообщество помогает находить и устранять эти уязвимости. И у приложений с закрытыми исходниками уязвимости кода могут быть годами, существовать годами. И эти уязвимости могут по-тихому использоваться хакерами незаметно для пользователей. Поэтому лично я не стал бы доверять свои деньги программному обеспечению, которое имеет закрытый код. Вторая строка — микросхемы безопасности. У Bitbox микросхемы покрыты эпоксидной смолой, что само собой влияет на долговечность и безопасность устройства. Эпоксидная смола защищает электронные элементы от влаги, перегрева, химических веществ, коротких замыканий, и так далее, и других видов воздействий. И также довольно интересно, что производители утверждают, что срок службы чипов составляет 50 лет. Третья строка — безопасность. Тут можно сказать, что всегда безопаснее иметь отдельное десктопное приложение, а не дополнение к браузеру, так называемый extension. Браузеры нельзя, в принципе, назвать безопасными на 100%, и злоумышленники, которые обнаружат уязвимости в коде браузера, с высокой степенью вероятности также получат несанкционированный доступ к плагинам. Чем меньше вы зависите от этого, тем лучше. То есть то, что у нас у Bitbox есть нативное приложение, отдельное десктопное, это, несомненно, плюс. И неудивительно, что Ledger, который полагался на Google Chrome в течение 3 лет, теперь также собирается представить свое собственное нативное приложение. Четвертая строка — поддерживаемые монеты. Bitbox поддерживает биткоин, эфир, лайткоин и биткоин кэш, которые на сегодняшний день являются одними из самых популярных монет. Тем не менее, любители альткоинов могут посчитать, что это отсутствие разнообразия является критическим недостатком. Но некоторые люди предпочитают покупать менее популярные альткоины, а затем хранить их в течение нескольких месяцев или даже лет в надежде, что их цена вырастет. Такой план требует безопасного места для хранения альткоинов, и разработчики Bitbox пообещали в будущем сделать кошелек, совместимый с большим количеством монет, хотя пока неизвестно, когда это произойдет и что будет добавлено. Поддержка Segwit. Раньше, совсем недавно, Digital Bitbox не поддерживал кошельки типа Segwit. Сейчас они добавили это, так что все эти кошельки теперь находятся по поддержке в равных условиях. Давайте немножко поговорим про экран, которого у Digital Bitbox нет. Хотя его можно без проблем виртуально подключить через смартфон, через приложение синхронизироваться. И таким образом вы получите управление своим кошельком на самом большом по сравнению с конкурентами экране. В то же время, опять повторюсь, что устройство похоже на обычный USB-ключ, на обычную USB-флешку, и это позволит вам избежать нежелательного внимания, когда вы находитесь в общественном месте. И пару слов о команде. В команде Bitbox всего 5 человек, но тем не менее у них достаточно высокий уровень квалификации для своих задач. У них, само собой, есть профили в LinkedIn, в GitHub. И Digital Bitbox — дочернее предприятие компании Shift Devices, которая является частью швейцарской высшей технической школы Цюриха, одного из самых престижных вузов страны. И, наконец, давайте немножко подытожим по функциям кошелька. Доступность для начинающих. В отличие от того же Ledger, вам не придется настраивать новый кошелек через небольшой экран, используя всего 2 кнопки. Все простые шаги выполняются через десктопное приложение или смартфон. Это удобнее.
Безерное копирование кошелька на microSD. Огромное значение имеет наличие резервных копий ваших ключей, и Digital Bitbox предлагает вам именно это. Данный аппаратный кошелек позволяет клонировать ключи на внешнюю карту microSD. Вам нужно просто эту карточку сохранить, запомнить пароль, либо его куда-то записать, и у вас всегда будет доступ к вашим секретным ключам в любое время. Bootloader. Загрузчик дает вам уверенность, что до вас никто не имел доступа к устройству. Этот процесс происходит только один раз при первом подключении устройства. Он позволяет убедиться, что аппаратный кошелек, который вы держите, имеет необходимые сертификаты и подписи. Этот важный процесс полностью автоматизирован, что очень хорошо для всех пользователей, особенно для новичков. Ну и немаловажный пункт, конечно же, цена. Еще одна особенность, которая делает этот кошелек, скажем так, наилучшим вариантом для новичков, он стоит немного дешевле своих аналогов. И в заключение я хочу сказать, что Bitbox — это однозначно хороший вариант для тех, у кого ранее не было никакого аппаратного кошелька. Он стоит гораздо дешевле, чем аналогичное устройство, и очень прост в настройке и использовании. Переходите по ссылкам в описании, если вы хотите более детально изучить этот девайс на наших сайтах, в наших магазинах. Звоните нашим менеджерам и оставайтесь на связи, ставьте лайки, подписывайтесь на канал. Впереди нас ждет очень много интересного. Всем пока!